Добрый вечер, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать, как я делаю варенье-повидло из сливы, которая у меня произрастает. Вот видите, она созрела уже на ветке, вот так растрескалась. Она очень сочная, косточка отделяется очень хорошо, но в варенье она вся расползается. Вот поэтому я не хотела, не задавалась целью, значит, какой-то вам уникальный рецепт показать. Просто показать, что из этой ягоды, из сливы, получится у меня, в конце концов. Я вот ее помыла. Взвешивать я пока не взвешивала. Косточки выну, тогда вам скажу, сколько у меня получилось ее. Вот я ее почищу. Значит, от косточки отделю. Вот сахаром засыпала уже тазик. Сложу туда. Пересыплю сахаром. Тоже скажу сколько. И оставлю на ночь, чтобы она сок дала. Сок она даст, потому что она очень сочная. Вот такая слива. Так что за дело беремся. Ну вот последние ягоды дорезаю. Последние ягоды. Слив. Видите, как косточка хорошо. Что-то здесь застопорилось. Переспела. А так косточка очень хорошо отходит. Такая слива попалась. А так вот хорошо, видите, прям замечательно отскакивает все. Так. Где-то получилось у меня примерно 2 килограмма без косточек. Засыпаю килограммом сахара и оставляю на ночь. Сок даст. И завтра будем варить. Пока все. За ночь. Вы видите, сколько сока появилось? Много. Слива очень сочная. Вот теперь ставим на тихий огонь. Закипит. Я потом вам скажу, сколько примерно минут покипит. Буду делать 2 захода. Сейчас прокипячу. Потом варенье остынет до вечера. И второй раз буду кипятить, добавлять остальной сахар. Вот так. Вот, значит, варенье наше сейчас уже остыло. Я ему дала покипеть 20 минут на тихом огонечке. Вот, и снимала пену. Вот еще сейчас буду ставить на повторную варку. В 2 этапа у нас все будет навсего. Вот хочу еще сказать. Значит, очень много задавали вопросов, почему я трясу вот так вот. Тазик трясу. А трясу я для того, чтобы собрать пенку в центр посуды. Вот. А не ложкой бродить по всему тазику. Вот для этого я и трясу. Вот так вот трясу, собираю пенку в центр. Вот сейчас разогреется, пенка будет образовываться, я вам покажу. Так, вот у меня варенье кипит уже минут 7, наверное. Вот видите, пенка образуется. Вот одна, даже не знаю, ну, женщина написала мне, что у нее никогда пенки не бывает. Ну, я не поверю этому. В любое варенье при кипении образуется пенка. Хоть небольшая, но есть. Вот видите как? Ее бегать, вот так вот сгонять, чтобы подцепить, неудобно. Вот. Поэтому я вот так вот беру и немножечко потряхиваю. И вся эта пенка, она сбегает к центру тазика. Вот. Видите как? Сбежала. Я ее аккуратненько собираю. Вот, она разбегается, это не беда. Вот так вот собрала. И еще тоже. Она очень хорошо собирается как раз в серединке. Очень легко собрать. Вот для чего я трясу варенье. Вот так вот. Ну, в общем, я добавила еще килограмм сахара. Ну, как вы помните, у меня 2 килограмма сливы, 2 килограмма сахара. Значит, 1 килограмм я добавила, когда ягоды еще не варились. Вот.
Они у меня ночь простояли, дали хороший сок. Вот, варила я с этим килограммом. Вот уже второй раз, когда я поставила варить, я добавила еще килограмм. Вот он разошелся уже, кипит уже минут 7, 8 уже. И теперь надо смотреть, когда сварится варенье. Ну, я уже говорила, как окунаете ложечку в варенье и капаете. Вот видите, капля растекается. Значит, варенье еще не сварилось. Как только перестанет, вот капелька застынет, прямо вот растекается. Как застынет и никуда не пойдет, все, можно выключать. Вот постоит оно ночью, остынет. Многие горячим наливают в банки, я холодное наливаю. Вот, и оно становится желеобразное. Если какие-то вопросы появятся, пишите или советуйте мне что-нибудь. Я с радостью почитаю и приму к сведению. Так что до новых встреч, приятного аппетита, до свидания. Посмотрим, что получилось. Вот видите, какое ночь постояла, остыла. Какое густое получилось. Ну вот. То ли повидло, то ли варенье. Ну, все равно хорошо с блинами. Открытый пирог сделать, намазать. Очень хорошо получилось. Видите, какое густое. Вот ягодки просматриваются, но не ягодки, сливы. Ну, они вот такие вот все. Вот, но варенье само по вкусу очень вкусное, слива. Ну вот такие дела.